Мы сейчас находимся в 40 километрах от Франкфурта на Майне, в городе Бенсхайм. Именно здесь пропала гражданка Казахстана Айгуль Сайлыбаева. Она исчезла 4 июня и с тех пор не выходит на связь. Айгуль Сайлыбаева – экс-судья Сарыаркинского района Астаны, выпускница программы «Булашак». В 2020 году она покинула Казахстан и проживает за границей с мужем и трехлетней дочерью Жаклин. Как пишут СМИ, уже после ее исчезновения выяснилось, что казахстанка подвергалась физическому и психологическому насилию. Родственникам она об этом не рассказывала, только подруги догадывались. По словам брата Айгуль, она могла подвергаться насилию не только со стороны мужа, но и свекрови. В сети появились снимки и скриншоты переписок, которые, возможно, подтверждают факты домашнего насилия. Саша тоже, когда в агрессии, начинает то ли резко толкать и может даже ударить, но сдерживает себя. Правда, потом не помнит, что хотел ударить. Я ударилась головой об стенку, и на затылочной стороне шишка появилась. Сегодня спала, но побаливает. Она еще держала меня за горло, а я в шоке, не зная, что делать в ответ, схватила ее за горло, чтобы она отпустила меня. Что известно на сегодня? Немецкая полиция официально объявила Айгуль в розыск. Дело расследует криминальная полиция федеральной земли Гессен. 10 июня на сайте правоохранительных органов появилась информация с фото Айгуль. Она числится пропавшей. Полиция просит сообщать о любой информации, которая поможет раскрыть дело. Одновременно ищут и свекровь Айгуль, 49-летнюю Наталью Донцову. Напомню, в тот же день пропала и она. Родные Айгуль предполагают, что Наталья может быть причастна к исчезновению Айгуль. Что же об этом пишут немецкие СМИ? Головоломка или таинственное исчезновение в Южном Гессене. Именно по таким заголовкам немецкие СМИ дают новость о пропаже нашей соотечественницы Айгуль Сайлыбаевой. Ряд немецких изданий, включая Бильд, уже написали об исчезновении казахстанки. Как пишут в социальных сетях, именно здесь, в этом многоквартирном доме в городе Бенсхайм, проживает семья пропавшей казахстанки. Неделю назад она покинула стены своего дома. Как сообщает полиция, последний раз ее видели 4 июня. В этот день она вместе со своей свекровью отвозила ребенка в детский сад. После этого след теряется. Пока мы находились возле дома, нам удалось поговорить с соседями, и вот что они говорят. Я до сих пор в шоке. Я не так часто их видела, однако мы всегда здоровались. Айгуль очень приветливая и милая. Но, если честно, последние 2-3 недели я ее не встречала. Недавно к нам приезжала полиция и расспрашивала, что мы видели и слышали. Опросили весь подъезд. Насколько я знаю, сейчас квартира закрыта. Сюда никто не возвращался. Мы надеемся на лучшее и верим, что с Айгуль все в порядке. Об исчезновении Айгуль я узнала через группу. Все начали делиться, что из нашего подъезда пропала девушка. Да, мы чуть-чуть знакомы. У нее очень милая дочь. Я ничего необычного не замечала. Если бы я услышала какие-то крики в квартире, я бы сразу позвонила в полицию. Если было домашнее насилие, это просто неприемлемо. По словам полицейских, свекровь Наталья забрала в 14:30 дня внучку из детского сада, отвезла домой, и после ее след тоже исчезает. Было ли совершено преступление? Полиция пока не обнаружила следов, однако не исключает, что эти два исчезновения могут быть связаны. Следователи зашли в тупик и просят о любой помощи от граждан. Добавлю, казахстанские дипломаты держат вопрос на особом контроле. Родственники Айгуль пытаются получить визы в Германию, чтобы заняться поисками. В эти дни многие казахстанцы, как в стране, так и за границей, активно делали репосты и тем самым пытались помочь с поисками Айгуль. Тем временем у мужа Айгуль, Александра Донцова, последний пост в Фейсбуке был сделан 3 мая этого года. Посвящен он политическому влиянию Китая в мире. К сожалению, на страничке о пропаже Айгуль ни слова. Мы находимся в контакте с полицией и будем держать вас в курсе событий.